Эксклюзивный тур по обновленной BMW X6 с Томасом на нашем канале в 4К, во весь экран и в полном объеме. Экстерьер. Два разных автомобиля. Интерьер — все изменения, которые вам нужно знать. Поехали! Самое значительное изменение спереди, с новыми фарами и новым световым рисунком в дизайне стрелы. Базовыми будут обычные светодиодные фары, в качестве опции адаптивные светодиодные фары. Вы также можете увидеть их прямо здесь, с синими акцентами. Лазерные фары больше не используются, поскольку адаптивные светодиоды выполняют ту же функцию. Кроме того, лазерные фары всегда были ограничены в отношении дальнего света в США из-за правил. Спереди очень интересно. Обычно X6 поставляется со светлой отделкой ноздрей вот здесь, со светлой решеткой. Этот автомобиль M60i, и поэтому у него совершенно другие ноздри. Эти ноздри те самые, которые ранее использовались в дорестайлинговой версии полноценной M-модели. Теперь M60i с этими вертикальными плавниками получает совершенно новые ноздри, в то время как полноценная M-модель также получает новые ноздри. В остальном, внешне базовая форма осталась прежней. Если у вас есть пакет M Sport Pro, то рамка полностью черная, для наиболее зловещего вида. Кроме того, эта нижняя часть стала новой после рестайлинга. Вы получаете более прямоугольный внешний вид внешних частей. И этот эффектный цвет, кстати, называется Atlantis. Это индивидуальный цвет BMW. Боковой профиль 4 метра 96 сантиметров или 195 дюймов длина. Колеса от 20 дюймов до 22 дюймов для X6. Здесь также со специальным M-дизайном, поскольку это M60i, и у нас также есть колесные арки в цвет автомобиля. Рамки вокруг окон затемнены. На самом деле, если это слишком зловеще выглядит, можно отказаться от них. И здесь мы также видим, что эта модель M60i также получает специальные боковые зеркала особой формы, снова затемненные, поскольку пакет M Sport поставляется с отделкой Shadow Line. Подвеска. В пакете M Sport, который является стандартным для M60i, вы всегда получаете адаптивную M-подвеску. В качестве опции вы всегда можете получить пневматическую подвеску. Кстати, рулевое управление задней осью входит в стандартную комплектацию M60i, но может быть приобретено для других моделей. Конечно, у X6 всегда есть эта знаковая форма крыши, стиль внедорожного купе. Нравится ли вам такой стиль или нет? Расскажите мне в комментариях. Сегодня мы с вами в BMW Welt в Мюнхене. Это вроде мира BMW для компании в целом. Вы можете увидеть различные модели. Они также довольно новые. И вы можете заказать здесь свою доставку для себя лично. На самом деле, это одна из главных туристических достопримечательностей Германии, которую ежегодно посещает около 3 миллионов человек. Очень интересно. А здесь мы снова видим заднюю часть X6 с очень знаковым видом в 3/4. Задние фонари не изменили, они максимально горизонтальные. Я думаю, что цвет очень хорошо сочетается с различными световыми нюансами, не так ли? M60i получает более спортивные акценты в нижней части. Также здесь, с пакетом M Sport Pro, у вас есть эти... Тревога для полиции фальшивого выхлопа. Это фальшивые выхлопные трубы. Это наш автомобиль цвета Java Green, модель 40i. Поэтому у нас нет передней решетки M60i. Вы получаете обычную двойную решетку, а не решетку M-Competition. Но, как вы можете видеть, здесь также можно получить темную рамку и детали M-Performance Parts из углеродного волокна. X6 всегда в базовой модели с пакетом M-Sport. Также базовой модели, так сказать, имеет очень агрессивный внешний вид. Вам больше нравится зеленый или синий цвет? Вот так. Это подсветка ноздрей. Знаковое свечение, доступное для 40i. Для M60i это невозможно из-за другой решетки радиатора. Однако, как вы можете видеть, это возможно. Это также законно в Германии и других странах ЕС. Этот цвет сверху — не прямой свет, потому что он не является прямым светом на дорогу, падающий сверху, в виде каскадного водопада по решетке. Боковой профиль зеленого автомобиля. И снова вы можете увидеть этот изгиб в боковом профиле X6. Это, на мой взгляд, уже перебор. Но, возможно, вам нравится этот очень агрессивный вид. Здесь также самые большие колеса, 22 дюйма максимум, которые только возможны. Это вид в 3/4 сзади, для зеленого автомобиля, что всегда очень впечатляет.
Но в какой вы команде? Команде синих или команде зеленых? Проголосуйте в комментариях. Перед нами снова эти горизонтально вытянутые задние фонари. Автомобиль с деталями M Performance Parts также имеет углеродное волокно в нижней части. Если у вас есть пакет M Sport или M60i, вы можете получить брелок автомобиля в цветах M модели. А вот и звук закрывания двери. Действительно солидный и отличный звук. Также в комплект входит опциональное мягкое закрытие. Магия. Внутренняя часть дверей. Очень круто. Это опциональная звуковая система Bowers & Wilkins со встроенной подсветкой, которая выглядит очень круто. Согласны? Значки на входе, а также эти алюминиевые педали. Вы также получаете M-руль со значком M в нижней части. Есть также контрастная строчка. Сиденья. Это пакет с натуральной кожей. Новые сиденья Sensafin с другой стороны входят в стандартную комплектацию. Посмотрите на них. Перфорированный, высококачественный материал, без животных материалов. И он доступен как в черном, так и в светлом цвете. Посадка. Комфортная командная посадка. Конечно, сравнима с X5. Пространство для головы при росте 189 сантиметров. Несмотря на то, что у нас панорамная крыша, кстати, это дизайн крыльев BMW в более традиционном дизайне, который я обожаю. И эта панорамная крыша также может подсвечиваться. Обзор нового места водителя. Вы можете видеть этот двойной экран в изогнутом стиле. 12,3 дюйма слева, 14,9 справа. X7 уже получил рестайлинг, теперь время X5 и X6. Здесь также есть плавающее вентиляционное отверстие. Вот этот новый элемент управления интересный. Регулятор громкости, он все еще здесь. Однако больше нет ручек ручного управления климатом. Все перешло на экран информационно-развлекательной системы. Красивая подсветка системы Bowers & Wilkins сверху, а также с правой стороны. Вы получаете либо логотип X6, либо, если у вас M60, то значок M. Информационно-развлекательная система. Вы можете пролистывать влево и вправо в этом главном меню. Здесь вы можете увидеть регулировку климата. По крайней мере, теперь она всегда остается в этом положении. Я предпочитаю ручное управление, которое было в дорестайлинговой версии. Однако у этой новой системы OS 8 есть и свои преимущества. Она немного больше отвлекает, потому что у вас больше вещей на экране, но она действительно быстрее, имеет лучшую производительность, а также более продвинутую интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto. И она более надежна. Она только беспроводная, и раньше иногда возникали некоторые проблемы. А теперь она определенно более надежная. И здесь также очень крутая интеграция, например, с Google Maps и так далее. Звуковая система Bowers & Wilkins, кстати, обеспечивает очень-очень крутой, правдоподобный и глубокий звук. Так что да, мне это действительно нравится. Здесь, в информационно-развлекательной системе BMW, всегда здорово. С этим живым видом. Вы также можете видеть, что задняя дверь открыта. Кстати, здесь же вы видите цвет экстерьера. На данный момент перед вами предсерийный автомобиль, некоторые детали которого, возможно, еще не проработаны. Но вот это очень круто. Посмотрите на это. Выглядит действительно потрясающе, не так ли? Здесь также с новым рестайлингом, фарами и прочим. Очень крутой трехмерный вид автомобиля. Еще одним преимуществом OS 8 является то, что при использовании CarPlay и Apple Maps они могут проецироваться здесь, слева, параллельно. Это также справедливо для Google Maps и Android Auto, но не для CarPlay и Google Maps. Цифровые приборы также имеют дополненную реальность. Спереди есть экран камеры, и на нем могут отображаться, например, стрелки. Кто-то нас фотографирует. Вы можете настроить все в зависимости от того, что хотите здесь увидеть. Да, мы можем видеть открытую дверь в режиме реального времени. И вы также можете изменить расположение всего этого. Перейдем к деталям проекции. Вот так. Вы можете использовать различные стили для проекции, что вам больше нравится и какую информацию вы хотите видеть. Кстати, в нижней части индуктивная зарядка не была обновлена, а значит, смартфоны продолжат сильно нагреваться. Более того, сохранился контроллер iDrive, позволяющий управлять информационно-развлекательной системой снизу, особенно во время движения. Однако этот рычаг переключения передач, он, скажем так, уменьшился. Это очень аккуратное решение в данном случае, но и не очень спортивное. А вот вам и второй интерьер. С рулем M Performance. Здесь также алькантара по бокам и вставки из углеродного волокна. Посмотрите на вид от первого лица. С рулем M Performance Parts. Выглядит потрясающе, не так ли?
Также метка на 12 часов. И одна из моих любимых деталей — M-Performance Parts. Как это называется? Внутренняя дверная ручка? Это также здорово, потому что вы можете покрыть центральную консоль углеродным волокном. Тогда у вас будет немного меньше глянцевого черного рояльного лака. В задней части салона достаточно места для 5 рослых взрослых. Более или менее. Здесь видно, что использование пространства не является оптимальным. Конечно, пространство для головы в X6 — это всегда компромисс. В X5 было бы больше места для головы, но здесь с моим ростом сзади все без проблем. Вот интересная опция. Красивый черный потолок из микрофибры. Очень красиво. Кстати, сиденье посередине немного жестче. Подходит для коротких маршрутов или чего-то подобного. Голова также ближе. Больше внимания уделяется боковым сиденьям. Кстати, это центральная климатическая установка. Та, что сзади, осталась прежней, с настоящими кнопками. Объем багажника X6 составляет 580 литров. Кстати, он больше у родственной модели X5, 650 литров. Однако, знаете ли вы, что длина багажника X6 на самом деле больше? То есть, чуть больше метра или 40 дюймов, в то время как у X5 чуть меньше метра или 40 дюймов. Так что определенно есть плюсы и минусы. Ширина здесь достигает метра или 44 дюймов. Это очень круто. А высота? Надо сказать, зависит от многого. Эта крышка явно довольно низкая, 44 сантиметра или 17 дюймов. Но общая высота. Вот здесь почти 70 сантиметров или 27 дюймов. Так что все зависит от того, где вы измеряете. Двигатель. 3-литровый рядный 6-цилиндровый дизель или бензиновый Суракай на 380 лошадиных сил. И временем разгона чуть более 5 секунд. Или в синем автомобиле у нас 4,4-литровый V8 с 530 лошадиными силами и чуть более 4 секунд в показателе разгона. А выше уровнем будет полноценная модель с 625 лошадиными силами. Расскажите мне в комментариях, нравится ли вам изменение рестайлинга? И нравится ли вам цвет Java Green? Глядя на него, я бы сказал, что мне нравится в черепахе. А вам? Также посмотрите на рестайлинг BMW X5 или X7.